Друзья, всем привет! Не обращайте внимания, что у меня такой хриплый голос, я немножко приболел, но банально я не мог оставить вас без контента, и сегодня мы будем с вами проходить 28 главу обычного режима, это песчаный город. Эта глава является неким рубежом. Мы все знаете, что на 7 главе, на 14, на 21 у нас есть одни боссы. Так вот здесь тоже должны быть, ребят, одни боссы. Пойдем мы таким персонажем, как Хеликс. Я прикупил для него новый костюм. Костюм выглядит симпатично, в принципе, да, но самое, что есть классное, что он дает при попадении во врагов, есть шанс заморозить или поджечь их. Соответственно, если я буду попадать по боссу или по мобу, есть вероятность того, что я их заморожу, и это может сыграть мне на руку. Так что, в принципе, я думаю, что отлично должно это все зайти, ребят. Что касается по снаряжению, в принципе, я буду брать меч Град. К сожалению, я еще не могу его довести до мифического состояния. Также возьмем питомцев на помощь. Ну и золотой нагрудник, я с ним бегаю сейчас чаще всего, ребят. Ну что ж, давайте отправляться. И покуда я буду бить первого босса, ребят, хотелось попросить подписываться на этот канал, а также подписаться на второй мой канал, там, где я выкладываю PvP режим. Сегодня там будет серия, связана с PvP режимом, так что переходите туда. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ссылочку я оставлю под этим видосом. Обязательно это делайте, давайте вместе набирать там тоже популярность. Итак, у нас первый босс, в принципе, по золоту довольно-таки неплохо, 9700. Так, я вижу, что один босс, ребят, ну как-то я так расслабился, скилл у меня хороший, а меня босс так как-то демажит, ну не знаю, надо как-то подсобраться, потому что можно где-то срезаться, упасть, а хотелось все-таки эту главу пройти с первого раза. Так, что у нас дальше по скиллам? Я думаю, давайте возьмем выстрел на вылет. Вдруг два босса будет рядышком, я буду стрелять и, соответственно, бить двоих. По золоту, что важно, с колеса, друзья. Ну, в целом, в принципе, нормально. Можно тоже крутить здесь колесо. По золоту, по факту, мы посмотрим в конце, сколько нам всего упадет. Но, к сожалению, очень жаль, что это глава обычного режима. И здесь, друзья, не падают нам камни кровопийцы. Они очень сейчас нужны для прокачки алтаря. Причем алтарь очень классно бустит аккаунт. Если кто не видел ролик про алтарь, ребят, есть тоже ссылочку оставлю под этим видосом, переходите, смотрите, и я тоже уже собираю, в принципе, новые камни кровопийц. Будет еще одна серия по алтарю, посмотрим, насколько сильно я во второй раз смогу его пробустить. Это, наверное, с моих самых нелюбимых боссов. Он попадается часто, ребят, появляется прям под вами. И вот, наверное, из-за того, что я взял выстрел на вылет, меч Град сблизи не очень хорошо работает. Хорошо, что я его выигрываю. Давайте еще раз прокрутим рулетку. Будем надеяться, что нам выпадет какой-то навык. Так, а нам падает на самом деле неплохо. Это мультивыстрел для питомца. В принципе, неплохо, ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Этот босс более такой слабый, ребят. Главное движение здесь, ну, давайте скорость атаки, я думаю, возьмем. Здесь главное движение, не попадаться на его снаряды сверху. Это большая версия мага огня, да, или как он там называется, или колдун черепа, да, они, в принципе, одинаковые, но это как бы босс. Короче, бьет он тоже больно. Я вам так скажу, очень больно бьют все тут боссы. Так что тут надо крайне быть внимательным, чтобы случайно не получить дополнительный урон и не упасть. Рулетку мы сейчас крутить не будем, я в следующий раз попробую, в принципе, ее покрутить, посмотрим, сколько у меня получится вынести золото. Что касается, ребят, этого босса, это тоже модифицированная большая модель моба, который присутствует в 13 главе. Конечно, тоже надо укрываться, ребят, но я как-то, вау, вообще подрасслабился. Есть вероятность, что 25 хп, серьезно? Блин, ребят, чуть-чуть не хватило, но мы бесплатно выкупаемся, конечно, почему бы и нет, если у нас есть такая возможность. Окей, здесь давайте великана возьмем и будем надеяться, что нам выпадет что-то хорошее. А падает, ребят, обратно заморозка. Ну, во-первых, то, что у этого скина есть собственный навык заморозки, плюс еще один навык заморозки. Не знаю, как это все будет канать. Так, ребят, что касается этого босса, они, в принципе, по два присутствуют даже в 24-й обычной, в 24-й геройке. Выносится, в принципе, довольно-таки неплохо. И смотрите, реально работает навык у скина Хеликса заморозка. Они часто замораживаются и просто ничего не делают. Кстати, ребят, возьмите себе за внимание это, потому что скин действительно очень-очень хороший. Так что, если у вас есть 100 билетов золотых, обязательно покупайте. Давайте возьмем здесь ведомого. Все-таки, может быть, наши питомцы будут нас защищать от урона. В принципе, я так понимаю, что половину я уже прошел. По золоту 20 тысяч, ребят, шикарно. Прям просто шикарно. Я думаю, что
Тысяч 35-33 эта глава приносит. А теперь вы подумайте только, сколько вам сможет принести 28-я геройка, если у вас, в принципе, много атаки, и вы можете ее пройти. Что-то здесь надо пересматривать мне, и, скорее всего, надо проходить уже геройку 27-ю, 28-ю, ребят, и фармить ее там. Все-таки там и камни кровопийц будет падать, и золото, еще и рулетка. Очень и очень интересно, я уже в предвкушении, как я это все буду делать. Следующий босс, блин, 2 гриба. Ребят, вот это трэш, конечно. Я их так не люблю. Они бьют очень и очень сильно. Но смотрите, в чем прикол. Они замораживаются. Я не знаю, как это все происходит. Смотрите, плюс и огонь бьет, и заморозка работает. Они просто на меня не бегут. Класс. Главное не разбудить их помощников. Потому что если вы еще и разбудите их помощников, еще хуже для вас будет. Вас не только 2 босса будет бить, но еще и помощники, друзья. Так что пытайтесь вынести боссов только, помощниками будете разбираться уже позже. Так, они меня зажимают в угол, но по мне урон не проходит, хотя где не проходит? 14 тысяч удар прокатал, и мне было очень-очень больно. Так, окей, добиваем их, превосходно. Они меня не снесли, хотя я думал, что они меня снесут. Теперь разбираемся, друзья, с помощниками. Главное тут бегать, чтобы они по вас не попадали. Да, и если у вас этот костюм есть, он будет сжечь, он будет замораживать. Тоже очень круто. Также, друзья, используйте обязательно Сильвана. В этих тоже главах он очень хорошо заходит, потому что стихии сейчас бьют очень и очень хорошо. Прокрутили мы еще раз рулетку, смотрим, что у нас тут падает. Ну, по факту ничего. По золоту, ребят, уже 31 тысяча. Вау, я в восторге, реально. Так что здесь может быть даже 40. Очень и очень интересно. Следующий у нас босс, я так понимаю, это дракон. Да, я вижу, вот как дракон стреляет. Плюс вот этот вот голова скелета такая бегает. Ну, ребят, ну тут, в принципе, тоже все очень довольно-таки просто. Хеликс, я думаю, хорошенько справится. Сначала надо все-таки убить дракона, а потом уже справляться со скелетом, с головой скелета. Класс. Это очень и очень весело. Я вам забыл сказать, что на Хеликсе сейчас 25 тысяч атаки, даже чуть-чуть больше. Плюс у Хеликса сейчас 6-я звезда. Наверняка это один из первых героев, которых я переведу на 7-ю звезду. Ребят, я уже прям в предвкушении большом, когда буду делать 7-е звезды персонажам. Кто бы мог подумать, что когда-либо мы дойдем до такого, чтобы уже делать такие большие звезды героям. Осколки падают очень мало, но, ребят, мы все равно их собираем и доходим до того, чего мы хотим. Так что, если вы думаете, что вы никогда не сможете собрать 7-е звезды героям, не думайте об этом. Вы по-любому соберете. Главное, играйте, наслаждайтесь игрой, и у вас все получится. Ну что ж, добиваем последнего моба, да, босса, вот этого вот скелета. Только он уже маленький. И, ребят, еще и нам падает книга. Превосходно. Так, здесь, ну какая жадность? ХП, конечно, потому что с жадностью я точно проиграю. Я не помню, сколько здесь еще боссов осталось. Я думаю, что еще 2. Но по золоту я уже, в принципе, в восторге. 35 тысяч уже есть. Так, а вот это 2 вышки. Ну, проблем здесь точно никаких не может быть. А, нет, может. Если вы не будете укрываться от снарядов, которые стреляет бомба, тогда у вас могут быть проблемы. Если же вы будете убивать эту бомбу и сольете первую вышку, потому что я так понимаю, что их здесь 2, здесь в принципе по 2 босса везде, кроме первого этажа, я думаю, что в геройке даже, я думаю, по 3 будет, и там намного будет сложнее. Ну, одну вышку мы уже снесли. Теперь у нас остается еще одна вышка, и видите, она вызывает 3 мобов. Это бомба, это нетопырь и еще вот этот элементаль, который бьет вас тоже такими снарядами интересными. Ну, в общем, давайте добивать ее, не будем останавливаться. И, насколько я понимаю, это 9-й босс. И сейчас у нас будет последний босс. Хорошо, что мы подошли в full хп, и еще и нам падает, ребят, двойная стрела. Я уверен, что это будет нам на руку, потому что у нас теперь есть мультивыстрел, двойная стрела, выстрел на вылет. И если 2 босса будет рядом, ребят, мы будем бить сразу 2. Итак, смотрим, что здесь. О, прикольно. Боссы, я не сильно этого, ребят, люблю. Их 2, от них укрываться действительно очень-очень сложно. Они расходятся очень круто. Это боссы, которые присутствуют в 15 главе обычного героического режима. Ребят, еще и дополнительный скилл. Давайте крит, и мы добиваем и проходим эту главу с первого раза. Хотя мы использовали, да, бесплатное оживление, но, ребят, с первого раза прошли. И теперь давайте смотреть, что же по факту у нас получается по золоту и по всему остальному. Итак, ребят, 175
тысяч опыта и 40 тысяч золота, плюс еще 2 шмотки. Вообще превосходно. Открывается у нас уже 29 глава обычного режима. Мы ее тоже будем обязательно с вами проходить на видос. Еще раз вам покажу лук персонажа, с которым я прошел эту главу, ребят. Ну, а вы обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте видос. Также подписывайтесь на второй канал. Ссылочку я оставляю под видео. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. И да, на новом канале появится скоро ролик. Всем спасибо и пока-пока.